Я, Мария, Сахарвось. Уважаемые участники второго Всемирного Черкесского конгресса, я очень рада всех приветствовать, дорогие соотечественники, дорогие земляки, дорогие друзья. Давайте начнем конференцию, начнем наше выступление. Я Мариана Шару, глава Черкесского центра фонда в Нью-Йорке. Хотела бы сегодня выступить. Сегодня мы собрались здесь, чтобы не просто говорить о прошлом, но и строить наше будущее. Наш народ, переживший величайшие трагедии, сохранил свою идентичность и веру в справедливость, веру в будущее. Однако сейчас перед нами стоит вопрос: готовы ли мы объединить свои усилия для достижения нашей общей цели – восстановления государственности Черкесии? Для этого я предлагаю сделать решающий шаг. Создать Координационный совет черкесских организаций активистов, Координационный совет Черкесии. Этот орган станет ключевым инструментом для консолидации, координации, эффективного взаимодействия всего нашего народа. Почему нам это сейчас необходимо? Во-первых, Координационный совет объединит черкесские организации и лидеров, создав этим самым единую платформу для укрепления сотрудничества, для исключения дублирования усилий, для повышения эффективности наших действий. Во-вторых, именно на базе этого совета мы можем инициировать создание Всемирного Черкесского конгресса нового уровня, который объединит черкесские общины по всему миру, выработает стратегические направления развития и станет легитимным представителем интересов черкесского народа на международной арене. Следующий шаг, который нам необходим, это национальный парламент. Работа Всемирного конгресса, в свою очередь, станет основой для формирования черкесского национального парламента. Этот парламент будет представлять нас в диалоге с международными организациями, отстаивать наши права и интересы и станет символом национального черкесского суверенитета и идентичности. Сегодня эти инициативы не просто слова. Это дорожная карта, которая приведет нас к исторической справедливости, укрепит нашу национальную идентичность и займет достойное место в международной политике. Я обращаюсь к вам, уважаемые участники Конгресса. Если мы едины в своей цели, если мы готовы работать ради нашего будущего, то создание Координационного совета станет первым шагом на пути к нашему дальнейшему успеху. Давайте покажем всему миру, что черкесский народ может не только помнить свою историю, но и строить свое будущее. С уважением, Мариана Шару, глава Черкесского центра фонда, город Нью-Йорк. Спасибо всем за внимание. Да, у нас следующий человек идет по списку. Наш активист Рустам Кужаев, черкесский активист, представитель Совета Единой Черкесии, следующий выступает на нашей конференции. Да, приветствую всех участников Авелапсо, всех участников второй международной конференции, также гостей и зрителей, которых я посмотрел немало. Я, в принципе, согласен с позицией Марьяны абсолютно, практически полностью. Не буду повторяться по возможности. Мы автохтонный народ, древний, проживающий на Северном Кавказе издревле, хотя это оспаривают многие, так сказать, активисты других народов, активисты в кавычках поставим. При этом я бы хотел обратить внимание, что мы объединены не только единым языком, но и самое основное – это нашим общим единым кодексом Хабзе, который регулирует все аспекты политической, культурной,
социальной жизни народа, в том числе и гражданско-правовые, в том числе и уголовно-правовые нормы в черкесском обществе. Кодекс Хабзы по своей природе, важности и масштабности сравним разве что с римским частным правом, может быть, с законами даже Хаммурапи. Его воздействие ограничивалось в основном региональным влиянием на Кавказе, поскольку мы никогда не стремились к военной экспансии чужих территорий и созданию империй. Поэтому распространение и традиций черкесов на соседние народы шло в основном в мирном и культурном русле. Хотя в случаях добровольной или вынужденной миграции, особенно военной миграции, которая была элементом черкесского общества, культуры и традиции черкесов проникали вместе с носителями далеко за пределы исторической родины. Ну, примером это может служить распространение черкесских воинских традиций, черкесских традиций вообще среди мамлюков-бурджитов в Египте, Сирии, Иордании, в том числе и в других государствах, в Турции, в той же России, в Польше и многих других государствах. Показателем является сохранение нашего языка, традиций и культуры, а также устойчивых горизонтальных связей в многочисленной черкесской диаспоре за рубежами исторической родины, которую наши предки массово покинули во время и после, и по сей день покидают, чему мы являемся живым примером. И насчитывает наша зарубежная диаспора, к сожалению, мы сегодня не можем произвести точный подсчет не только зарубежной диаспоры, но и точное количество черкесов, оставшихся на исторической родине. Но по примерным подсчетам около 8-9 миллионов человек черкесского народа на сегодняшний день сохранилось. Большая часть зарубежной диаспоры, как мы все знаем, проживает в Турецкой республике. Это несколько миллионов черкесов. И несколько миллионов проживает в разной степени компактности в других государствах. Следует отметить, что во всех государствах и среди всех народов черкесы интегрировались в это общество, являясь зачастую самыми примерными и законопослушными гражданами, при этом устояли перед ассимиляцией, сохранив все горизонтальные связи, язык, культуру, традиции и, как мы сегодня можем наблюдать, самое главное – желание вернуться на свою историческую родину, иметь свой дом, свое государство. Сегодня следует признать, что черкесы являются фактически народом-изгнанником. На исторической родине, как я указал, осталось около 10% населения, которое подвергается, к сожалению, насильственной ассимиляции, репрессиям, без возможности изучения и, главное, применения своего родного языка. Разделена на своих исторических землях на 5 субъектов. Значит, это Республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, и в том числе проживают компактно в Краснодарском крае и Ставропольском крае. Это, в принципе, те территории, которые были исторически населены черкесами. Власти Российской Федерации не желают признавать факт геноцида черкесского народа. Следует признать, что международное сообщество тоже глухо к призывам и чаяниям черкесов. Ставят приоритеты более медийные и, скажем так, более циничные. Мы же, в свою очередь, хотим довести до мирового сообщества, что сегодня человечество в лице черкесов теряет целый народ, целый слабо изученный пласт культуры, традиций,
которые невозможно восстановить ни путем новых технологий, ни какой-то генной инженерии, что допустимо, допустим, при восстановлении каких-то животных или флоры и фауны. Численность черкесов на исторической родине сегодня выглядит следующим образом по регионам. В республике Адыгея идет тенденция к сокращению, значит, численности черкесов в процентном соотношении с другими народами. Это с 25% снизилось до 20%. Тут играет роль, конечно, и приток с других территорий Российской Федерации, как наиболее благоприятный регион и в плане климатических и социально-политических условий. В Карачаево-Черкесии процент черкесов составляет около 13%, в Кабардино-Балкарии составляет, это самый большой компактно проживающая черкесская у нас диаспора, можно сказать, 57%. Ну и в Краснодарском и Ставропольском краях составляет, конечно, совсем мизер, это по 0,5% примерно в каждом из этих регионов. При этом, как я указал, за рубежами исторической родины проживает около 8-9 миллионов. Исходя вот из этих обстоятельств, черкесский народ в результате реализации своего права на самоопределение, независимость и воссоздание государственности в пределах своей исторической родины, которая гарантируется международным законодательством, ныне существующим, в отношении народов, подвергшихся геноциду, необходимо учесть сложившиеся реалии. А реалии таковы, что сегодня на исторической родине проживают, в том числе компактно, множество других народов. Самые крупные, конечно, это русские, украинские, балкарцы, карачаевцы и другие народы. Это необходимо учитывать при реализации, так скажем, наших желаний. В соответствии с этим я предлагаю следующую модель будущего государства. Это должна быть республиканская форма правления, обусловленная исторически сложившимися в черкесском обществе социально-политическими отношениями, основанными на Черкесском национальном кодексе Хабзе, уникальность которого состоит в принципе не государственного принуждения и насилия, а в соблюдении общечеловеческих принципов нравственности и морали, желание членов общества соответствовать общим для всех принципам человечности. Проще сказать, на основе стыда и страха перед позорным поведением. Я уверен, что все проживающие ныне на нашей исторической родине народы примут такую концепцию. Форма государственного устройства, я считаю, что необходима унитарная, несмотря на многочисленные диаспоры и народы, проживающие на этой территории, конфедерация будет неустойчивой в связи с тем, что даже не конфедерация, а федерация будет неустойчивой. Федеративное устройство не будет способствовать устойчивости и может привести к внутренним противоречиям, особенно на начальном этапе, учитывая еще к тому же тяжелое наследие Российской империи и агрессивную пропаганду в последние десятилетия. Вместе с тем предполагается наличие так называемых экстерриториальных автономий. Это как раз-таки для соблюдения прав всех народов, проживающих на территории
нашего будущего государства, я надеюсь. Форма правления предполагается смешанная парламентско-президентская с децентрализованной властью, широкими экономическими и социальными полномочиями в административных единицах, во избежание потенциальных конфликтных ситуаций среди компактно проживающих народов в том числе. Политический режим обусловлен, в принципе, заложенными нашими предками, значит, условиями. Он должен быть демократический, с равными правами для всех граждан, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания или отсутствия такового, и гендерной принадлежности. При этом, как принято в большинстве цивилизованных государств, приоритетное право получения гражданства и право на репатриацию будут иметь потомки насильственно выселенных черкесов, проживающих в зарубежных диаспорах. Это, я считаю, будет справедливо, и это найдет понимание во всем международном сообществе. Такая практика существует практически во всех цивилизованных государствах. Национальный характер будущего государства будет основан на социально-культурных, нравственных и моральных нормах черкесского общества, закрепленных в нашем кодексе Хабзы, который доказал на протяжении веков свою жизнеспособность в самых различных социально-политических условиях, доказал свою универсальность и отсутствие какой-либо агрессии к другим расам, нациям и конфессиям. Это гарантирует его принятие всеми народами, проживающими на нашей исторической родине. Кроме этого, я бы хотел отметить, что черкесское общество может стать абсолютно уникальным в своем роде. Трагедия, которую пережил наш народ, может обернуться новым мощным источником для консолидации черкесского общества и народов, проживающих на территории Черкесии, поскольку тот богатый и бесценный опыт диаспор, сумевших интегрироваться в абсолютно разных странах, с разными культурами, традициями, с разным государственным устройством, при этом не ассимилировавшись, но сумев интегрироваться и впитать все самое лучшее и прогрессивное, все это будет воплощено в нашем новом государстве. Ближайшими примерами здесь могут служить, возможно, Соединенные Штаты Америки, которая строилась именно в основном иммигрантами, которые несли с собой абсолютно разные культуры, разные традиции. Возможно, Израиль, который воссоздал и создал свое государство, собрав практически из разных государств с разной уже выработанной ментальностью своих граждан. Поэтому я считаю, что примеры достойные есть. Но все это дело ближайшего будущего, я надеюсь. А сейчас, как вот сказала абсолютно справедливо Марьяна, я считаю необходимым создание именно государственных институтов, даже в отсутствие территорий с установленными и признанными границами. Мы фактически, как я уже указывал, народ-изгнанник. Мы можем и должны, используя новые возможности и технологии, создать государство вне рамок территории. Пока. У нас должны быть органы управления, присущие любому государству. Следующим этапом, я считаю, у нас должна быть уже не конференция, а полноценный съезд участников Всемирного черкесского, можно сказать, конгресса или ХАСа. Это не принципиально, в котором будут представлены все диаспоры. На этом съезде я считаю, что нам необходимо принять хотя бы уже проект нашей будущей Конституции, избрать и утвердить органы управления оперативного
характера хотя бы, утвердить какие-то формы уже законодательной и исполнительной власти для черкесского народа. Мы, я считаю, необходимым должны воспользоваться теми уже зарегистрированными фондами, в том числе, которые у нас сегодня есть в рабочем состоянии, для того, чтобы профинансировать вот такую вот программу. Мы должны не только сохраняться, но и развиваться как народ. Если ставить задачу просто сохранения без развития, это в итоге выльется в угасание, к которому мы уже на сегодняшний день вплотную подошли. Запал, оставленный нашими мощными предками, он не вечен. Пора писать новые страницы истории, а не упиваться гордыней за свершение наших предков. Они оставили нам прежде всего пример, а не объекты для гордости. Необходимо использовать это разумно. Я уверен, что наш древний народ с уникальной культурой должен сохраниться и развиться, и на его основе должно родиться новое демократическое государство, которое принесет в этот мир новый импульс доброго и позитивного развития. У меня на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Рустам, спасибо большое, УПСО, Амурапсо. Я бы хотела попросить выступить Ибрагима Яган. Это лидер движения «Черкесия», черкесский активист. Благодарю, Марьяна. Я бы хотел еще раз поздороваться со всеми. Фохусапши. Предыдущие два оратора практически высказали основные тезисы и задачи, которые мы должны выполнить. Я полностью поддерживаю идею создания Координационного совета. Сейчас уже пришло время как-то перейти на какие-то следующие уровни в нашей деятельности. Ну и все, что высказано Рустамом, я целиком и полностью поддерживаю. В дополнение я хотел бы сказать, что мы неоднократно отмечали, что черкесы живут в больше, чем 50 странах. Во всех этих странах черкесы гармонично вписаны и в государство, и в сообщество, где они пребывают, и всегда, и по сегодняшний день пользуются большим уважением в этих странах. Но, к сожалению, это палка о двух концах. Эта ситуация весьма благополучная и будет способствовать работе для строительства государства, но для того, чтобы вернуть или завоевать свою историческую родину, которую нам преподносить не собираются, становится довольно-таки мягким местом. По той причине, что большая часть черкесского этноса, живущей на исторической родине, далека от этих идей. Выражаясь современными терминами, оно является преимущественно ватным, и практически часть нашей молодежи, нашего населения сегодня воюет в составе российских войск в Украине. Это для нас ситуация весьма неблагоприятная, поэтому нам все равно придется с этим мириться и что-то с этим делать. Также это станет проблемой и после того, как все эти военные действия закончатся. У меня есть уверенность, что Российская империя отмирает естественным путем. К сожалению, у нас сегодня нет ресурсов для того, чтобы принять активное участие не только в этой войне, но и в политической деятельности. И эту проблему нам крайне важно решать и решать в ближайшее время.
Как отметил Рустам, нам крайне важно сейчас сформировать хотя бы самые первые государственные органы, которые будут работать в то время, когда нам представится возможность строить государство. Здесь для нас очень важно, чтобы мы имели примерный план, конституцию, которая основана на принципах Адыга-Хабза, и небольшой ближайший план на хотя бы на следующие 10 лет, что мы хотим и чем нам крайне важно заниматься. Процесс будет, по всей вероятности, не быстрый, но, тем не менее, нам необходимо начать двигаться в этом направлении. У нас действительно были великие предки, мы должны помнить и чтить их, но будущее сейчас для нас главнее. Задачи, которые нам необходимо решать, для нас крайне важно определить. Аспектов, в которых мы должны работать и двигаться дальше, много. Сразу, конечно, в рамках одной конференции это определить невозможно, поэтому крайне важно нам запланировать дальнейшую деятельность, чтобы наши конференции или хотя бы те же созвоны у нас проходили не один раз в год, а периодически. Поэтому я думаю, что нам крайне важно будет после конференции уже в ближайшее время созваниваться и налаживать более тесные отношения и построить комплексный, в общем, план, или, как сейчас принято говорить, дорожную карту, по которой нам необходимо двигаться дальше. Ну, откровенно говоря, сейчас налаживать связи и привлекать к работе тех черкесов, которые живут на исторической родине, крайне проблематично, это весьма опасно. И думаю, для тех, кто проживает сейчас на территории Черкесии, будет весьма проблематично. Часть черкесов, которые живут на исторической родине, готова, в принципе, принять участие в этой работе, но пока, я думаю, для них такой возможности просто физически не будет. Другая часть диаспоры, которая готова с нами сотрудничать в этой области, нам необходимо мобилизировать и как-то, в общем, упорядочить работу. Также нам необходимо иметь в виду то, что существует часть диаспоры, которая не готова с нами сотрудничать. Они больше говорят о дипломатических мерах, о политических аспектах деятельности, но, к сожалению, у нас, по всей вероятности, крайне ограничено время, возможности также крайне ограничены, и нам необходимо будет в ближайшее время уже форсировать некоторые, в общем, события по той причине, что у нас время довольно-таки ограничено. Думаю, что грядущий 25-й год будет ключевым. Для нас важно определить основные задачи. Думаю, нам все-таки нужно, чтобы быть в гуще этих событий, поставить некоторые вопросы. Из них, я думаю, основные 3 первые вопросы. Их, в принципе, много, но всегда основными, главными являются первые 3. Первая задача, нам как-то надо наладить более тесный контакт с Украиной и оказать посильное содействие в победе Украины. Без победы Украины над Российской империей ничего не будет. Это отправная точка в этом процессе, и поэтому я считаю, что мы тоже должны принять участие в этом процессе. Вторая задача, основная задача, это, конечно же, свержение путинизма, где мы тоже должны принять участие. В этих 2 вопросах у нас даже могут быть какие-то контакты и точки соприкосновения с русской оппозицией, с либеральной, хотя многие, в общем, моменты и аспекты нас разъединяют.
В частности, третий вопрос, который я хотел бы огласить, это, конечно, демонтаж Российской империи. Здесь у нас есть разногласия, но тем не менее считаю, что какие-то контакты и сотрудничество с этими силами, они необходимы. По крайней мере, с ними можно сотрудничать по тем вопросам, которые нас не разъединяют. Ну и, конечно же, это четвертый вопрос, я думаю, он будет отдельный, это уже будет для нас, черкесов, готовиться также и к черкесской государственности. Также мы планируем этот вопрос строительства государственности сотрудничать и с северокавказскими, и вообще с кавказскими народностями. В частности, мы на юге Кавказа имеем уже 3 государства состоявшихся. Это Азербайджан, Армения и Грузия. У нас есть тесные контакты и работа с азербайджанскими активистами, с грузинскими. Армянские активисты и общество еще не готовы к такому сотрудничеству, но думаю, что в ближайшее время, может быть, годы, они будут к этому готовы. Поэтому для нас крайне важно сейчас определиться в контактах с другими народностями в общем, всего Кавказа, которые тоже думают о своей государственности. И также конкретно нам необходимо параллельно еще работать над созданием черкесской государственности. Думаю, что и Запад, в том числе и Америка, прекрасно понимают, что оставлять Россию в этих формах, в этих географических даже пределах является очень опасным. С этими ресурсами и с этими идеями, с которыми сегодня российское государство выходит на историческую арену, они могут в ближайшее время, даже после свержения путинизма, вернуться обратно к имперским амбициям, и у мирового сообщества, ну, я думаю, максимум через 10 лет будут те же проблемы. Я понимаю, что Запад боится полностью расчленять Российскую империю. Может быть, это имеет тоже какой-то смысл. Это все, конечно, обсуждаемо, и надо это тоже иметь в виду. Но минимум уменьшения и ослабления Российской империи сейчас крайне необходимо. И в этих планах, в этих, в общем, рамках, я думаю, первым регионом для выхода из Российской империи является именно Кавказ. Кавказ готов к созданию государства. На Кавказе нет ядерного оружия. Кавказ имеет довольно-таки стабильные внутренние институты для строительства государства, тем более для междунационального соглашения. И я думаю, что для нас есть серьезная перспектива для создания кавказской государственности. Я думаю, мы в перспективе можем двигаться к общему кавказскому государству, но прежде всего каждая народность прежде всего должна обрести себя, выстроить свое государство, свои территориальные этнические границы, а уж потом уже со временем, когда мы будем к этому готовы, уже разговаривать о создании общего, может быть, и федеративного или конфедеративного, а может быть и унитарного кавказского государства. Все это обсуждаемо, все это перспективно, но это перспективно дальнее, в общем, в дальнем будущем. Нам сейчас всем необходимо работать над созданием своего национального государства, сохранения языка, культуры, создания экономики, у нас ее нету, а уж тогда уже можно будет и приступать к дальнейшему развитию Кавказского региона об общекавказском государстве. Ну, я не буду повторять остальные тезисы.
Два предыдущих оратора прекрасно об этом говорили. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Ибрагим. Мы вам благодарны. Дальше я бы хотела пригласить Ахмеда Закаева. Это премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия. Добро пожаловать. Вас не слышно. Включите, пожалуйста, звук. Ждем, пока у Ахмеда заработает звук. Так, не получается, видимо, что-то с техникой. Хотела бы пригласить следующего участника и познакомиться с журналистом и политиком Мариус Кундротас. Ваше слово. Добро пожаловать. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – Россия как пожиратель народов. В мире существовали и еще существуют разные империи. Некоторые из них физически уничтожали порабощенные народы, чтобы заменить их своими колонистами. Некоторые шли по пути ассимиляции, размывая историческую, культурную, а также языковую идентичность местных народов и наций. Россия с давних времен по сей день использует как один, так и другой метод для расширения своего пространства за счет порабощенных народов. Не продолжать или... Ахмед, подождите. Валейкум ассалам. У нас выступает сейчас Мариус. Немножечко подождите, хорошо? Все. Да, мы все поняли, что у вас с техникой. Спасибо. Мариус, продолжайте, пожалуйста. Я очень извиняюсь. Россия с давних времен по сей день использует как один, так и другой метод для расширения своего пространства за счет порабощенных народов. С одной стороны, русские имперцы гордятся тем, что, в отличие от американцев, они своих индейцев, в кавычках, не уничтожали, разве что подавляли мятежников. С другой стороны, нужно признать, что в некоторой степени русские смогли интегрировать много культур и религий за счет ограниченной автономии, что сейчас так трудно понять, например, французам, заставляющим свои новые меньшинства принять французскую культурную идентичность. Чтобы понять русскую политику идентичности, нужно вспомнить, как образовалась Россия. А возникла она в московских болотах, на самой грани балтских и финно-угорских народных массивов. Это была отдаленная провинция Киевской Руси. Местные ассимилировались, переняв славянскую идентичность, которая не была идентичностью по крови. Так что с самого начала русский народ обосновался на базе манкуртов. Само название «русские» – это не существительное, а прилагательное. Русский удмурт, русский якут, русский кавказец и даже русский еврей могут себя считать русскими. Позже было изобретено еще одно слово – россияне. Ими могли стать тюркские, монгольские, кавказские и другие народы, даже если они не считали себя русскими. Такая тройственная национальная идентичность – россиянин, русский, представитель своего коренного народа – помогала и до сих пор помогает России втянуть разные народы в свою империю. Но было бы наивно полагать, что местным народам позволяется остаться собой. Происходит хитрая ассимиляция, в отличие от открытой и тем вызывающей сопротивление ассимиляции, которую
в свое время использовали англичане, французы, немцы и другие имперские народы по отношению к порабощенным соседям. Литва была аннексирована Российской империей в самом конце XVIII века. И уже в XIX веке началась тонкая ассимиляция. Начались репрессии против католической церкви, которой принадлежало подавляющее большинство литовской нации. Вместо традиционного латинского алфавита была введена кириллица, так называемая гражданка. Был закрыт Вильнюсский университет, так ограничивая интеллектуальный рост литовского народа. А главное, что просвещение в школах происходило на русском языке. Литовский народ боролся. В литовских землях Восточной Пруссии, тогда принадлежавших немецкому государству, издавались литовские книги и газеты, контрабандным путем поставлялись в Россию порабощенные литовские территории. Создавались подпольные литовские школы с подпольными учителями, их называли директорами. В самом начале XX века запрет на латинский алфавит был отменен. В конце Первой мировой войны Литва, тогда оккупирована Германией, провозгласила свою независимость, прогнала как белых, так и красных русских империалистов, создала свое национальное государство. Но в 1940 году ее уничтожила Советская Россия. После Второй мировой войны русификация была более скрытна, нежели при царе. Существовала литовская литература, литовское просвещение, в некоторой степени и литовская культура. Но в советском литовском гимне были слова, что нам свободу принес великий русский народ, а в гимне самого Советского Союза, что этот союз сплотила Великая Русь. Каждый литовский школьник обучался, что его родина не маленькая Литва, а Великий Советский Союз, сплоченный вокруг Российской Федерации. А в литовских городах нередко слыхались речи от больших братьев: «Не гавкай на собачьем литовском языке, говори по-человечески», то есть по-русски. Историческая память тоже обосновывалась на русском нарративе. Маленький литовец рос на мифе о Дмитрии Донском, Александром Невским, Суворовым и Кутузовым. Независимая Литва называлась фашистской, а литовские партизаны – бандитами. Так насиловалась историческая память литовцев. Рядом с духовным уничтожением происходило физическое. Уничтожали как вооруженных партизан, так и политических деятелей независимой Литвы. Многие подверглись нечеловеческим пыткам. Почти нет ни одной семьи, из которой кого-нибудь не депортировали. Депортировались как резистенты, так и простые трудолюбивые литовцы, которых называли буржуями и кулаками. Так уничтожалась литовская социальная структура. Более всех пострадал регион Малой Литвы, до войны принадлежавший Германии, то есть Клайпедский край и нынешняя Калининградская область. Там исторических жителей, как литовцев, так и немцев, почти не осталось. Многие убиты, некоторым удалось бежать. Это была одна из самых жутких этнических чисток в Европе, сопоставимая с Холокостом. Но литовцы не сдались. Извиняюсь. Сначала шла эпическая партизанская война, потом ее заменила мирная резистенция, основана на подпольной литературе, на сети самопросвещений. Многие литовцы тайком рассказывали детям и внукам про подвиги литовских государей Миндавга, Гедемина и Витовта, пели литовские песни, в том числе партизанские. Литва не приняла миф об общем государстве и при смуте в Советском Союзе сразу же воспользовалась случаем и восстановила свое национальное государство. Россия пожирает народы с давних времен. Многие народы Севера и Дальнего Востока уже почти исчезли. На Поволжье и Кавказе ситуация чуть лучше. Здесь местным народам помогли устойчивые религиозные и культурные традиции, в свою очередь укрепляющие социальные структуры, а в некоторых случаях исторические воспоминания о своей национальной государственности.
Чем устойчивее местный народ, тем сильнее ненависть и мракобесие со стороны империи. Такие народы, как черкесы и чеченцы, помнят этнические чистки еще в XIX веке, а в советское время депортировались такие народы, как крымские татары, те же самые чеченцы, ингуши, калмыки, волжские немцы. При распаде Советского Союза 14 народов достигли независимости, остальные остались под тяжелым гнетом империи. Нынешняя Россия, утопившая в крови Чеченскую республику Ичкерию, осмелела и пошла на своих соседей, на Грузию и Украину, новыми войнами. А молодежь ранее порабощенных народов становится пушечным мясом в чужой войне. Снова все больше ущемляются языки местных народов, уничтожается историческая память. Россия до сих пор не признавает свои преступления и совершает новые. Так что нет никакой надежды, что эта империя зла когда-нибудь изменится. Сейчас Литва находится в могучих западных блоках Евросоюза и НАТО. И лучше многих понимает до сих пор порабощенные народы России. Но, к сожалению, не политическая элита, которая вместе с западными ведущими политиками считает, что нужно сохранить Российскую империю, лишь бы к власти пришли либералы. Мы же помним, как после либерала Керенского пришел Ленин, а потом и Сталин, как после Ельцина пришел Путин. Пока Россия останется империей, ничего хорошего не жди. Империю нужно не реформировать, даже не трансформировать, а расформировать. Запад должен это понять и предоставить помощь до сих пор порабощенным народам. Что именно все народы могут поучиться от этой истории? Во-первых, не забывать свою величественную историю, своих лидеров и героев, свою богатую и прекрасную культуру, свой язык. Во-вторых, растить свои национальные элиты, своих интеллектуалов и лидеров. В-третьих, искать себе союзников среди свободных наций и между собой. И в конце, уметь воспользоваться счастливым случаем. Будь это война, в которой сейчас грязнет Россия, или же смерть диктатора, которая когда-нибудь придет. А мы уж подумаем, как можем в этом помочь. За вашу и нашу свободу. Спасибо за внимание. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам большое, Мариус. Дальше попробуем еще раз. Ахмед Закаев. Ассаламу алейкум, салам ашалду. Я приветствую всех участников нашей конференции. И также хочу поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение и за возможность высказать свое мнение по очень важным вопросам. Я всех от всей души поздравляю сегодня весь черкесский народ с Днем Независимости. И чеченские, черкесские народы связаны не только географической близостью, но и общей судьбой, общей трагической историей и общей борьбой за свободу и справедливость. Наша история – это история народов, которые всегда стояли на защите своей земли, своей чести и своего права на независимость. Мы, как и вы, знаем, что такое несправедливость. Я имею в виду чеченцы. Насилие и попытки уничтожения. Мы, как и вы, как и черкесы, пережили геноцид, изгнание и уничтожение наших культурных корней. Черкесский народ, как и чеченский, является народом-воином, народом, который никогда не склонял головы перед несправедливостью. Мы гордимся черкесскими героями, как гордимся своими, потому что они олицетворяют нашу общую борьбу за свободу. Казбек Дугужуко, Олегуко Шагинуков и бесчисленные другие воины, как и наши шейх Мансур, Байсангур, Биноевский, являются символами сопротивления и отваги, которыми может гордиться весь Кавказ. Но вместе с героизмом нас объединяет
и трагедия. Геноцид черкесского народа, как и депортация чеченцев в 1944 году. Чеченцы во все этапы Российской империи, соприкосновения Российской империи с нашим народом, бытность Кавказскую, Российскую царскую империю, чеченцы в своем населении потеряли более 60% в результате 50-летней войны. В Советскую империю в результате депортации чеченцы потеряли более 50%. Вот в современной псевдодемократической Российской империи в результате последних 30-летней войны, которая продолжается по сей день, и Чечня наша оккупирована, чеченский народ потеряли более 30% своего населения. 300 тысяч населения и 42 тысячи – это дети из них от возраста 1 года до 12 лет. Эти трагедии отзываются болью в сердцах каждого из нас. Мы понимаем, как важно не только помнить об этих событиях, но и добиваться их международного признания. В этом контексте я хотел бы особо отметить роль черкесских комитетов и других политических деятелей, которые, благодаря действиям которых в Грузии был признан геноцид черкесского народа. Сегодня в Украине этот же вопрос рассматривается, и я уверен, что он будет принят и признан геноцид черкесского народа. Сегодня Украина – этот процесс пример того, как последовательная и профессиональная работа может привести к значительным результатам. То, чего мы сегодня делаем все вместе. Признание геноцида – это не просто вопрос истории, это сигнал для всего мира о том, что судьба черкесского народа не забыта и справедливость может быть восстановлена. Эта работа продолжается, несмотря на все те препятствия, и с верой в будущее, общую цель и поддержку наших друзей и союзников. Ваша борьба, борьба черкесского народа, это не только борьба черкесов, но и борьба за свободу всех угнетенных народов. И чеченский народ стоит рядом с вами в этой борьбе. Для нас, как и для вас, независимость – это не просто политическая идея, это вопрос выживания и сохранения нашей идентичности, нашей культуры, нашего языка. Мы знаем, как тяжело идти этим путем, но мы также знаем, что у народов Кавказа есть нерушимая сила духа, которая помогает нам преодолевать любые препятствия. Сегодня мы видим, что наши народы, несмотря на трагедии, продолжают жить, бороться и развиваться. Мы сохраняем наши традиции, воспитываем новое поколение, которое знает свою историю и готово защищать свое будущее. Уважаемые братья и сестры, мы живем поистине в историческое время. Сегодня перед нами открылось окно возможностей, когда наши мечты о свободе, справедливости и независимости могут стать реальностью. Это время требует от нас решительности, активности и единства, как никогда. Нам выпал шанс, который выпадает лишь раз в столетие. И мы обязаны воспользоваться им ради наших народов, ради наших потомков и нашей общей Родины. История ясно показывает, невозможно достичь независимости, если даже достичь, невозможно ее сохранить поодиночку. Нам необходимо единство. Единство всех свободолюбивых народов Северного Кавказа. Черкесы, чеченцы, дагестанцы и многие другие разделяют одну судьбу, одну боль и одну цель. Только сплотившись, мы сможем отстоять наши права, вернуть себе нашу Родину и обеспечить достойное будущее для наших детей. Наши предки уже нам показали путь. В моменты самых тяжелых испытаний они находили силы объединяться ради общей цели. Так было и в 1917 году, когда первый съезд народов Северного Кавказа во Владикавказе стал символом нашей решимости строить общее будущее. Я знаю, что многие представители и политики относятся к этому событию критически, но тем не менее сама суть – это показатель того, что и для всего международного мира, что Кавказ может быть единым и объединиться.
Это не говорит о том, что каждый народ не должен иметь свою национальную суверенитет национальный. Обязательно, только в этом случае, когда каждые народы определятся с независимостью и станут суверенными независимыми государствами, конечно, только после этого можно говорить и об объединении Кавказа, всеобщего создания всеобщего союзного государства, как конфедеративное или союзное или ассоциированное. Но мы будем интересны всему миру, если мы продемонстрируем нашу волю и к объединению, и к созданию общекавказского государства, где будут учтены по аналогии Европейского Союза, где будет учтен национальный суверенитет всех народов. И то, что в 23 году второй съезд, который мы провели при участии черкесских делегаций, дагестанцев и других представителей народа, этот съезд был посвящен, второй съезд был посвящен к 105-й годовщине создания этого форума, этой организации, этого государственного образования, которое просуществовало несколько лет. Мы сегодня не ставим задачу демаркации границ, определять границы, какого, где, кто. Но мы это, когда у нас будет свобода и независимость, когда Россия не в состоянии будет вмешиваться в наши внутренние дела, я абсолютно уверен в том, что мы договоримся, мы найдем решение этим проблемам, тем спорным вопросам, которые, если у нас когда-то возникнут или уже существующим спорным вопросом. Поэтому вот на этом же форуме в Киеве, который прошел второй съезд, было принято решение создания, проведения третьего съезда. И это было очень примечательно. 8 ноября 2023 года в здании Европейского парламента в Брюсселе состоялось знаменательное событие. Третий съезд народа Северного Кавказа, который продолжил работу, прерванную более века назад. Это событие не только объединило делегации из чеченской, черкесской, дагестанской, ингушской и других кавказских диаспор, но и привлекло внимание международного сообщества. На форум прибыли представители наших диаспор из самых разных уголков мира: Америки, Канады, Турции, Украины, Швейцарии, Иордании, Израиля и других стран. Это яркое свидетельство того, что наша борьба за свободу находит отклик далеко за пределами Кавказа. Организация съезда стала возможной благодаря поддержке видных международных политических деятелей. Среди них Анна Фатыга, депутат Европейского парламента тогдашний, от Польши и генеральный секретарь партии европейских консерваторов и реформистов. Рафаэль Глюксман из Франции, президент специальной комиссии по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского Союза, член прогрессивного альянса социалистов и демократов. И Раса Юкнявичини, бывший министр обороны Литвы и заместитель председателя группы Европейской народной партии. Впервые за 106 лет все три крупнейших политических объединения Европейского парламента поддержали нашу конференцию. Это важный сигнал, который подчеркивает, что мир начинает внимательно прислушиваться к нашему голосу. Одним из ключевых итогов третьего съезда стало создание комитета народов Северного Кавказа. Я хочу немного развернуто в 2-3 словах сказать об этом комитете. Что это? Никто не пытается подменить никакие политические движения и силы. Но так как у нас в Европарламенте появилась вот эта площадка, сегодня каждый из представителей народов могут принимать участие и способствовать поддержанию этой структуры для восстановления национальных суверенитетов северокавказских государств и северокавказских народов. Поэтому для нас очень важно в этом вопросе поддержка и представителей черкесов, дагестанцев и других представителей народа. Это важно и необходимо для самих представителей этого народа. Потому что если наше объединение и наше стремление, оно будет поддержано на уровне Европейского парламента, это очень мощный сигнал для всех мировых лидеров. Сегодня те события, которые происходят в Украине, они дают нам исключительную возможность реализовать наши идеи, наши мечты. То есть создание наших союзов, наших государств, свободных, независимых, демократических, в последующем, чтобы эти демократические, союзные, независимые государства смогли объединиться на уже какой-то другой общей платформе. Но когда мы говорим о общекавказском доме, мы интересны всем.
Я это вам говорю как представитель и как один из руководителей тогдашней независимой, еще не оккупированной Чечни. Если бы речь шла о создании кавказского, общекавказского государства, мы имели бы поддержки, но в одиночку мы не сумели не отстоять нашу независимость, хотя провозгласили и просуществовали более 3 лет свободными и независимыми, признанными в принципе и даже самой Россией и Советским Союзом до распада СССР. Но в конечном итоге России удалось нас завоевать снова, оккупировать нашу территорию. Но это не означает, что мы должны опускать руки. Мы будем добиваться деоккупации. И вот война в Украине и те события, которые сегодня разворачиваются вокруг этой войны, и всемирная коалиция, которая поддерживает Украину, должна посмотреть уже на наш вопрос, на кавказский вопрос, включая и вот те конференции, которые мы сегодня проводите. Мы проводим разного рода конференции и мероприятия, чтобы напоминать миру о судьбе наших народов. Я уверен в том, что в будущем у нас есть колоссальные возможности стать и независимыми, я имею в виду все представители народа, и в последующем создать единое общекавказское государство, которое будет интересно всему миру. Я желаю удачной работы и продолжения вашей конференции. Я благодарю вас всех за внимание. Еще раз хочу поблагодарить руководителя этого форума Кенана, который пригласил нас и дал нам такую хорошую возможность. Братья, дорогие братья и сестры, я желаю удачи нам. Я уверен в том, что Кавказ будет свободным. Я уверен в том, что мир не должен допустить, чтобы Россия сохранилась после вот этой страшной войны как империя. Если Россия сохранится как империя, она будет продолжать представлять угрозу не только кавказским народам, но теперь уже и всем европейским народам. И я думаю, что вот это понимание есть у многих западных политиков, у европейских политиков. А мы каждый день со своей стороны должны напоминать им, что вот те сегодняшние хорошие русские, российские либерал-демократы, которые сегодня на Западе убеждают западных политиков сохранить, сменив режим, сохранить Россию в ее тех границах, в которых она начинала. Вот этого мы не должны допустить. Один раз мы эту ошибку уже допустили после тех событий, которые происходили в 90-е годы, когда Россия, СССР трансформировалась в СНГ. Но российская территория, она сохранилась как империя и тогда, и существует и сегодня. Если ей дадут возможность остаться в этих же границах, я уверен в том, что война не будет закончена. Это будет отложенная война до тех пор, пока они не наберутся обратно не наберутся силами, и они начнут новую экспансию и новую агрессию. Я думаю, вот понимание этого у украинцев есть, и мы должны всячески поддерживать Украину в их свободе, в их войне, в отражении российской агрессии. Всего доброго. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам, Аллах дарасхил, мы вам очень благодарны, Ахмед. Я бы хотела передать слово Виталий Гинзбург, политолог. Слово ваше. Вас не слышно, включите, пожалуйста, микрофон. Сейчас слышно? Да, есть контакт. Добрый Спасибо. день, уважаемые коллеги. Я рад всех приветствовать. Мы сегодня обсуждаем очень актуальную тему. Она актуальна для всех народов, потому что история России – это история геноцида всех народов, проживающих на этой территории и захваченной ими в течение столетий. И здесь очень важно сегодня понять, что эта история должна дать уроки, научить всех сделать выводы, но не ограничиваться взглядом в прошлое. Нужен нужен глубокий анализ того, что произошло, того, что происходит сегодня, а сегодня, как следствие этих геноцидов, они развиваются вновь на территории Украины, и что необходимо сделать в будущем. Я все время говорю о том,
что ключ проблемы не в том, что поменять, и Ахмед об этом говорил, поменять сегодня, сместить Путина, поменять в Москве власть, поверить каким-то хорошим русским, это ничего не даст. Проблема России заключается в ее иррационализме, в том, что это абсолютно иррациональное образование, которое не восприимчиво никаким рациональным доводам, которое не руководствуется никакими рациональными соображениями, и поэтому ключ здесь именно в рационализации этой территории. Что такое рационализация этой территории, на мой взгляд? Это придание этой территории легитимности, это учреждение государства свободными субъектами, которые имеют право в этом участвовать и имеют право в этом не участвовать. Потому что каждый субъект, он носитель всех прав и обладает всеми правами, свободой и так далее. Соответственно, самый фантастический сценарий, что народы, которые имеют такой негативный исторический опыт, опять войдут в эту реку. Естественно, этого не будет. Каждый народ имеет право на свою независимость, на свое самоопределение и на свой свободный выбор будущего. Поэтому будущее, рационализация, это означает появление на территории нынешней России свободных народов, которые сами будут определять свое будущее. Это не только народы Кавказа, это и Дальний Восток, это и Сибирь, это и Урал, это Татарстан, это Башкортостан, это Ингрия и другие народы. И здесь, в данном случае, я говорю о том, что любое движение к независимости, оно очень важно для демонтажа и рационализации всей этой имперской конструкции. Эта имперская конструкция рухнет, как домино, она рухнет, как только один из субъектов, один из народов сможет утвердить свою независимость, сможет отойти от России и сможет стать субъектом международного права. Это как раз проблема, как раз пример того, чеченские войны, это самый наглядный пример этого, потому что Россия не допустила более 30 лет назад независимость Чечни для того, чтобы другие народы, другие регионы не последовали ее примеру. Точно так же и война против украинского народа, и не только против украинского, но и провокации в Молдове, в Грузии и так далее, они исходят из этого же принципа. Не допустить никакой свободы на этой территории, потому что не свобода – это возможность управления, возможность продолжения империи и так далее. Но что для этого очень важно? Для этого очень важно обрести союзников. Проблема в том, что на сегодняшний день очень многие исходят из простого принципа, что сохранение России – это источник какой-то стабильности, и это нежелание принимать решения. К сожалению, на Западе очень многие уверовали к тому, что непринятие решений, бездействие – это лучший метод управления. Однако Россия сама своими действиями это опровергает и заставляет все-таки западных политиков предпринимать какие-то меры и действовать. Но на сегодняшний день, к сожалению, они еще не поняли, что распад России, во-первых, он неминуем, а во-вторых, он, естественно, несет какие-то риски. Без этого ничего не может быть. Но риски распада России на порядок меньше рисков сохранения ее в качестве единого государства. И в этом плане, как раз всматривая, допустим, вглядываясь ретроспективным взглядом в историю, допустим, этих последних 30 лет, мы как раз видим, что, допустим, чеченские войны, они продемонстрировали то, что Запад, руководствуясь вот этим принципом, не поддержал право народа Чечни на свободу. А это как раз и привело к последующим войнам, последующим эскалациям и так далее. Сегодня это необходимо, из этого опыта необходимо извлечь уроки и
с точки зрения, с одной стороны, уроки извлечь Западу, но и с другой стороны, извлечь уроки всем народам и регионам России, стремящимся к независимости. Необходимо обрести союзников. Необходимо представить союзникам конструктивную, привлекательную модель будущего. Необходимо обеспечить, сегодня представить модель максимально бескровного, максимально приемлемого для всех соседей распада России. В этом плане, мне кажется, очень важно декларировать несколько простых постулатов, что распад России прежде всего должен базироваться на денуклеаризации этой территории, что, в общем-то, никто не ставит под сомнение, а с другой стороны, он должен базироваться на стабильности, на неприкосновенности всех существующих на сегодняшний день административно-территориальных границ. Это, мне кажется, большая проблема. На форуме свободных народов неоднократно этот вопрос обсуждался в течение последних 2 лет. Кстати, он обсуждался больше всех, где-то примерно год, и пока не пришли к этому выводу, но другого, допустим, вопроса, кроме как нерушимости и неприкосновенности существующих административно-территориальных границ, я на сегодняшний день, например, лично я не вижу, потому что никто не сможет поддержать, нельзя получить союзников, которым представить вопрос о каких-то территориальных изменениях, о каких-то переселениях народов и так далее. И необходимо на вот этих территориях создать привлекательную демократическую модель демократических государств. И необходимо понимать, очень важно, что для того, чтобы обречь союзников, необходимо представить привлекательную модель. А что такое привлекательная модель? На мой взгляд, привлекательная модель – это демократическое, правовое, светское государство. В этом случае находить союзников будет гораздо проще. И мне кажется, это очень важный, ключевой вывод для того, чтобы получить поддержку в международных институциях. Спасибо. Спасибо вам, Виталий. Я бы хотела дальше попросить выступить Павла Жавроненко, президент экспертного центра стратегических исследований в Украине. Ваше слово. Вас не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Павла, еще раз. Вас не слышно. Микрофон, пожалуйста, включите. Включите, пожалуйста, ваш микрофон. Вас не слышно. Сейчас слышно? Да, слышно. Вот теперь есть связь. Спасибо, мы вас слушаем. Павло Жавниренко, председатель правления Центра стратегических исследований, Киев. Я прошу прощения, что я в таком виде и в таком антураже. Я транзитом в Хелме еду в Варшаву. Тут еще будет собрание, на котором мне интересно присутствовать. Завтра съезд Пономарева, съезд народных депутатов. Что бы я хотел сказать? Я буду говорить практические вещи, которые основаны на опыте деятельности украинских организаций, в том числе тех, которые действовали в одном направлении и действуют в одном направлении. И буду говорить о системе работы самой организации, так и системе по объединению этих организаций. Когда мы говорим о том, что самое главное в деятельности, в том числе и черкесских национальных организаций, это главное быть услышанными в том числе и в мире, я хотел бы сказать, что вас услышат обязательно и слышат тогда, когда идут действия, конкретные действия, консолидированные, и желательно, чтобы эти действия были вот именно системные и целенаправленные. Системное целенаправленное движение будет тогда, когда будет какое-то объединение, когда будет общая платформа. Общая платформа организаций, которые, в общем-то, добиваются одного и того же. Независимости, свободы Черкесии. Сейчас это сложно. Я об этом говорил на первой вашей конференции в прошлом году, и эта тема остается актуальной. Потому что сплотить разных людей с разными
взглядами на способы и характер борьбы за свободу Черкесии, на ее будущее, чрезвычайно сложно, но отнюдь не невозможно. Чтобы объединиться, на мой взгляд, нужны 4 составляющие. Первое – это Черкесия, прежде всего, понимание каждым руководителем каждой организации. Общая тактическая цель, ротация руководителя или координатора этого общего объединения постоянная. И недержание за свое кресло в своей организации. Вот 4 компонента, я их постараюсь так кратенько объяснить. Что значит общая тактическая цель? Это то, что у вас разные взгляды, и это естественно, разные взгляды на то, каким образом бороться, какие способы борьбы подходят, какие не подходят. Какой я вижу Черкесию, ее внутреннее устройство. Какой я вижу Черкесию как в смысле государственного устройства. Это будет независимое абсолютно государство. Это будет конфедерация, допустим, с кубанцами. Это будет федерация или общий союз с народами, с другими народами Кавказа. Это будет государство, которое войдет в состав России. Я прошу нет, это просто я говорю варианты, да. В состав России или в состав федерации с Россией, в состав конфедерации с Россией на основании нового договора, как сейчас некоторые демократы говорят о том, что вот новая Россия, она будет заключать новые договора и будут демократические отношения. То есть как любой народ захочет, так он и будет и иметь отношения. Не будут хотеть иметь каких-то отношений с Россией, значит они абсолютно свободны. То есть я просто назвал вот варианты, да. Эти варианты, они возможны, но сейчас спорить по этим вариантам, они все возможны только тогда, когда будет достигнута первая цель. Первая тактическая цель, это, на мой взгляд, это подготовка оснований для проведения первых свободных выборов в Черкесии. Вот когда вот до этого момента, мне кажется, что все могут идти одной колонной, и тогда, когда вот уже подготовлена эта основа для выборов, тогда каждая ваша организация, это естественно, та, которая отстаивает свою точку зрения, она превращается в политическую партию, и тогда уже сам чеченский народ выберет тот путь, который для него больше всего приемлем. Я скажу цинично, прошу прощения, мы тут как бы все знаем друг друга, кстати, большой привет тем, с кем мы уже знакомы давно. Никто не может претендовать на то, что он представляет сейчас весь народ. Это естественно. Представление этого всего народа, кто его представляет, может сказать только сам народ во время первых этих выборов. Поэтому это сейчас просто переходной период. Вот эта тактическая цель, мне кажется, самое главное. И на период достижения этой тактической цели, создание условий, когда в Черкесии будут проведены выборы, и вы должны быть вместе, это, мне кажется, это вполне достижимо. Дальше. То, что касается недержания за свое кресло. Ротация постоянная руководителя любой организации. Конечно, это не обязательно. Могут организации создаваться и как авторитарные. Теоретически да. И государство будет территориальным. Просто вы должны помнить, что модель вашей организации, то, как она действует, это модель будущей независимой Черкесии, в которой вы будете президентом, условно говоря, вот, руководитель этой организации. Можно сколько угодно говорить, что я за независимую, за демократическую Черкесию, но если у тебя в организации ты не сменяем в течение там, 10-15 лет, понятно, что это всем видно. И понятно, что у тебя именно такая система работы, и ты такой видишь Черкесию. Я не вижу в этом трагедии, но просто вещи нужно называть своими именами. Просто организация, в которой нет ротации, она неизбежна, тем более политическое движение, национальное движение, оно превращается в секту. Это показал опыт Украины. Превращается в секту, которая оторвана от увеличения своих членов,
увеличения, от экспансии своих взглядов, поэтому оно потихоньку, вот такое движение, оно потихоньку спадает вниз и на маргинез. У вас пропала картинка, простите, Павла. Дальше. То, что касается других организаций, если не удается объединиться. Это очень сложный вопрос. Если не удается объединяться, то, по крайней мере, не нужно ввязываться в драки между собой. Появляется соблазн, если не совпадают методы борьбы, если не совпадает видение будущей Черкесии, появляется соблазн бороться со всеми, с теми, кто с тобой не согласен. В этом случае создается иллюзия борьбы. Борьба действительно есть, но в этой борьбе нет Черкесии. И в этой борьбе уже не нужно ФСБ или там ГРУ. Борьба идет между своими до полной победы, то есть до полного поражения черкесского вопроса. Поэтому вот эта тема насчет того, что максимально не ввязываться в междуусобную борьбу, мне кажется, она является очень главной. И завершаю. У народов, колонизированных Москвой, нет выбора. У них два варианта. Либо бороться и победить, либо исчезнуть. Исчезнуть, потому что к этому все идет. То, как это видит Россия. Украинцы с вами. Это с вами были и есть, и мы будем. То, что были, это, вы знаете, еще с времен Шевченко, его поэма «Кавказ», его фраза, обращенная к борцам за свободу своих отечеств от России: «Боритесь, борите, вам Бог помогает». И последнее. Мы в рабочей группе по разработке законодательства по взаимодействию с колонизированными народами России разработали вопросы и ответы. Они какие? Ну, допустим, что является международно-правовыми основаниями независимости Черкесии? Не является ли движение за права человека и его поддержка Украины вмешательством в внутренние дела Российской Федерации? Поддерживают ли европейцы деколонизацию Российской Федерации? И вот таких вопросов штук 10. Я при желании организаторов, я направлю эти вопросы и ответы для того, чтобы вам легче было аргументировать свою позицию, направлю организаторам, или можно непосредственно связаться со мной в Фейсбуке Павло Жавнеренко латинскими литерами, или телеграммы, все мессенджеры, телефон 380 50 330 86 30. Спасибо. Спасибо вам большое, Павла. Мы вам очень благодарны. Мы с вами свяжемся. Спасибо вам за выступление, за ваши предложения. Дальше я бы хотела передать слово нашему черкесскому активисту, главе Черкесского конгресса и представителю Совета Объединенных Черкесий США Костакик. Спасибо большое. Фахусапши, здравствуйте, меня слышно нормально? Да, слышно все хорошо. Да. Я хотел бы в своем слове 5 важных тем затронуть. Одна из тем, я не буду, наверное, повторяться, но в сегодняшней речи Марьяна непосредственно затронула очень важную вещь, которую я считаю одним из наиважнейших. Цель, которую мы ставим, это свободная независимая Черкесия, но чтобы к ней прийти, в первую очередь нам, всем черкесским активистам и организациям, в первую очередь нужно сконсолидироваться, нужно объединиться для достижения этой цели. Это одна из наиважнейших инструментов для достижения нашей общей цели. Альтернативы объединению для нашего движения совершенно не существует. Тут в том числе вот сейчас Павло сказал, что
не может быть абсолютно идентичного мнения у всех участников национального движения, но мы должны определить для себя, как каждый из нас и каждая организация для себя в буквальном смысле должна определиться с главной целью и задачей. Если это главная цель и задача восстановления независимой государственности Черкесии, тогда нам всем по пути. И какие бы разногласия у нас по каким-то другим мелочам не были, мы должны быть всегда готовы к сотрудничеству и достижению этой цели. Второй вопрос, который я хотел бы немного вскользь упомянуть, это так называемая Российская Федерация. У меня никаких сомнений нет, что эта страна развалится. Тут просто дело времени, и мы должны с пониманием этих процессов мы должны сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы основать работающие институты в будущем для нашего будущего государства. Мы часто слышим о том, что когда путинизм уйдет, придут новые, хорошие люди, которых сейчас называют либералами, и что они предложат некий новый проект, от которого мы не сможем отказаться. Конечно же, слово «отказаться» – это в кавычках. Мы должны избавиться от иллюзии. Ни хорошего, ни плохого, ни плохой России в будущем не может быть. История нам показала, что Россия может существовать только в одном состоянии, в состоянии империи, а это состояние империи под собой подразумевает единственную форму, когда она уничтожает все остальные народы. Элементарно то, что сейчас она творит с Украиной, и то, что напала на суверенную страну, даже если вот эти хорошие либералы придут к власти, систему они не смогут, сущность российского государства они не смогут изменить. Мы должны абсолютно избавиться от всех иллюзий и сказать и себе, и остальным, что только учреждения независимых государств Черкесии, Чечни, Дагестана, Татарстана, Башкирии, Карелии и так далее, только в таком направлении мы можем, должны думать и развивать. Второй момент, очень важный для нас, оно является таким важным моментом вообще в самосознании каждого черкеса. Один из вопросов, где не существует у черкесов разногласий, это признание геноцида. Да, мы должны усилить свои возможности, мы должны приумножить свои усилия для того, чтобы обратиться к другим странам для признания геноцида. Но мы должны, я еще раз хочу повториться, я часто об этом говорю, о том, что признание геноцида для черкесов не должно быть самоцелью. Признание геноцида это всего лишь является инструментом. Это даже не инструмент, мы должны из этой возможности создать эти инструменты, правовые инструменты на международном уровне, для того, чтобы восстановить свою государственность. Признание геноцида не должно, как я сказал, затмевать саму главную цель. Также пятым блоком еще раз говорю, что в условиях мировой глобализации
мы стоим почти на последнем этапе, когда фактически мы находимся на грани исчезновения. Чтобы приостановить эти процессы, мы можем, только учреждение собственного государства может приостановить этот процесс. Только Черкесия и только независимая Черкесия, где мы естественным образом могли бы реализовать свои естественные права на свой язык, на развитие культуры, науки и так далее. Только в собственном государстве мы имеем возможность это сделать. Мы должны, я сейчас обращаюсь к каждому черкесу, кто себя считает черкесом, кто хочет быть черкесом, чьи дети, если хотят, чтобы сохранились. Мы должны понимать, и мы должны объединиться именно вокруг этой главной цели – восстановления черкесского государства. Безусловно, очень часто в различных интернет-площадках, вообще при встрече черкесов, обсуждается вопрос репатриации. Репатриация черкесов невозможна без черкесского государства. Мы должны понять, никто нам не сможет в этом помочь. Ни международное сообщество, ни отдельные страны, если мы сами в первую очередь не восстановим свое государство. Спасибо большое. Спасибо за предоставленное слово. Мы вам очень благодарны, Кассе. Я бы хотела дальше попросить выступить Резвана Кубакаева, лидер национального ногайского движения. Резван, здравствуйте. Так, Резван нас, видимо, не слышит. Так, Доржо Дугаров, лидер бурятско-монгольского национального движения. Слышите нас? Да, Доржо, здравствуйте, дорогие. вам Здравствуйте, удобно уважаемые. выступить? Мы готовы вас послушать. Спасибо вам. Буквально 10 минут, если можно, я зайду и подключусь к компьютеру нормально. Я прошу прощения. Я просто сейчас на улице. Хорошо, договорились. Ага, через 10 минут буду. Марьяна, если там пауза есть какая-то, я могу заполнить небольшими репликами. Замечательно, Рустам. Благодарю вас. Я бы хотел пару реплик добавить к выступлению спикеров Виталия Гинзбурга и Ахмеда Закаева. К сожалению, по-моему, Ахмед Закаев нас покинул, но, может быть, в записи потом посмотрим. Значит, что касается нерушимости административно-территориальных границ пост России, здесь я хотел бы отметить, что в нашем случае, не только в нашем, кстати, но в нашем случае точно, в случае вот именно восстановления, воссоздания черкесского государства, это невозможно, к сожалению, не нарушая административно-территориальные границы, восстановить черкесское государство. Значит, по следующим причинам. Мы на сегодняшний день, значит, разделены на 3 субъекта, в общем, на 5 субъектов Российской Федерации. Черкесский народ проживает, будучи одним народом, с одним языком, значит, в 5 регионах. В Республике Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край. Да, там, конечно, процентное соотношение в Краснодарском крае, Ставропольском крае минимальное, но тем не менее, это историческая территория Черкесии. Значит, в соответствии с международным законодательством, в случае признания геноцида народа, соответственно, наступают последствия правовые. Они влекут за собой восстановление исторической территории, значит, в довоенный период, то есть до начала военных действий, до начала завоевания этой территории.
так называемый статус-кво антебеллум. Вот. Поэтому этот принцип, значит, мы соблюсти нерушимость административно-территориальных границ не сможем никак. Нам необходимо, значит, придумывать и принимать, возможно, какие-то трудные решения, но они необходимы будут. Что еще хотел бы, значит, реплику сделать к выступлению уважаемого Ахмеда Закаева. Значит, абсолютно не отрицаю того факта, что действительно в период там, с 1917-18 года по разным данным, значит, до 21 до 22 года де юре существовала так называемая Горская республика, да, это был факт, юридический, скажем так, неудачный опыт, однако черкесскому народу отмеривать от этого периода свою государственность, но никакого ни смысла, ни возможностей, ни логических как бы предпосылок для этого нету. Наш народ был сформирован еще со времен с 15 века, грубо говоря, уже он был сформирован. Может быть, не все атрибуты государства присутствовали, однако он был сформирован как политическая нация уже, можно так выразиться. Вот. И учитывая, что сегодня, буду резок, присутствует определенная политическая импотенция среди западных политиков, за редким исключением. Значит, мы не можем полностью, значит, полагаться на их поддержку и их решения. То, что они поддерживают отдельные наши конференции, съезды, на самом деле, где звучат не какие-то практические решения, а в основном лозунги. Я это серьезно не воспринимаю. Да, это хорошо, это приятно, что в здании, допустим, там Европарламента где-то предоставляют помещения, проводятся эти конференции, заседания. Это приятно, но не более того. Практических каких-то результатов и последствий оно за собой не несет. Что касается объединения кавказских народов в некую конфедерацию, в некий какой-то экономическо-политический союз, военный союз, возможно, я это приветствую однозначно. Я очень надеюсь, что мы к этому придем обязательно рано или поздно, но, тем не менее, строительство необходимо строить вот этого союза снизу вверх. То есть сначала исключительно только, значит, независимость и суверенитет народов, и только после этого мы не знаем, какие народы выберут какое государственное устройство. Кто-то может быть теократическое, там, я не знаю, у кого-то может быть, не знаю, в качестве судебной системы будет, я не исключаю такой возможности в некоторых республиках, шариат, который не будет стыковаться, допустим, с другими государствами, с другими республиками. Поэтому это дело последующее. То, что необходимо координировать свои действия здесь и сейчас, сегодня, между собой, несомненно. Координационный орган должен быть однозначно у всех кавказских народов, несомненно. Но говорить сегодня о строительстве какой-то конфедерации, какого-то союза наподобие Евросоюза, да, который сегодня для нас служит примером, это преждевременно. Строительство дома с крыши начинать никак нельзя, это нелогично. Евросоюза практически не было бы, если бы не было бы этих суверенных государств. Сначала построить Евросоюз и потом суверенные государства, ну, мы все прекрасно понимаем, это невозможно. Поэтому говорить о какой-то координации, плотной координации, да, я считаю, это очень правильно, но начинать
со строительства конфедерации, со строительства какой-то, предлагать миру, значит, что мы вот вместе будем жить, и вот у нас есть какая-то уже платформа готовая, я считаю, это не совсем будет правдой, это будет заблуждением. Спасибо большое. У меня все. Спасибо большое, Рустам, за ваше дополнение. Я очень благодарна. К нам вернулся Доржо Дугаров, лидер бурятско-монгольского национального движения Эхтекен. Я вас правильно представила? Бурятско-монгольского движения, правильно? Вы готовы? Доржо, слышите меня? Включите ваш звук, пожалуйста, вас не слышно. Теперь слышно? Да, слышно, замечательно. Я вас правильно представила? Бурят-монгольского на самом деле, потому что нация называется бурят-монголы. Нету такой нации бурятской, есть нация бурят-монголы. Рад приветствовать всех участников конференции. Большое спасибо от лица нашего национального движения за приглашение, возможность участвовать, высказать нашу точку зрения. Я вижу, что из народов Сибири и Дальнего Востока только наша организация, наша национальность представлена. Но, тем не менее, это первый шаг. Для нас это большая честь участвовать в этой конференции. Очень вам благодарен. Я бы сразу хотел перейти. Я выслушал всех спикеров данного мероприятия, данной конференции в данный момент. И хотел бы сделать предложение от нашего движения, нашей национальной организации. Оно переходит в больше практическую плоскость. Еще во время начала широкомасштабной войны и с момента первого признания народа Ичкерии, чеченцев, так пострадавшего от геноцида, признания со стороны Украины, у нас со стороны нашего национального движения было предложение народу Ичкерии в лице правительства в эмиграции, которое мы признаем как законного, это правительство Ахмеда Закаева и парламента Чечни, о заключении договора о взаимном признании. Почему это важно? Поскольку мы много говорим о признании нас со стороны Запада и так далее, но одной из важных миссий, задач является взаимное наше признание между национальными республиками, национальностями, которые подвергаются геноциду, угнетению со стороны Российской Федерации, русского народа. Я прошу прощения, если кого-то это задевает, но тем не менее факт остается фактом. В данный момент, в том числе бурятская нация, именно конкретно в этой войне подверглась очень значительному, по сути, мы признаем уже фактом геноцида, применение бурятских солдат в этой войне со стороны России, это проходит по статье геноцида национальных чисток Бурятии. Вот. И со стороны нашего движения было предложение о заключении договора о взаимном признании между народом Ичкерии, чеченцами и бурятским национальным движением. И я бы хотел экстраполировать вот это на заключение такого договора между всеми нами, нашими народами. Мне не обязательно создание какой-то новой организации и так далее. У нас уже есть, допустим, Лига свободных наций, есть другие, там, форум народов пост-России и так далее. Да. Но как дипломат, международник, могу предположить, что это было бы, понятие о правосубъектности начинается с того момента, когда мы сами начинаем взаимно признавать друг друга. То есть наши действия порождают наш статус. Поэтому с нашей стороны хотел бы предложить в поддержку движению к независимости, заключить между нашими народами договор о взаимном признании, о признании административных или каких-либо границ, право на самоопределение, право на создание государства и признание общего широкого национального движения как единственной законной власти в будущем на какой-то определенной данной территории, на которую претендует определенное национальное движение. Это был бы очень широкий шаг, сильный шаг, потому что, как мы помним, в 1991 году распад СССР начался с того, что 3 республики РСФСР
Украины и Белоруссии собрались в Беловежской пуще. Конечно, мы не действуем, у нас и нет таких ресурсов, там, отменить сами СССР, там, позвонить потом определенному Бушу или Горбачеву и сказать, что мы все тут уже отменили. Но, тем не менее, факт взаимного признания между нашими народами был бы сильным шагом. Вот это предложение с нашей стороны. И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество не только с черкесским движением, и с другими движениями широкого Кавказа. Если сравнить движение черкесов, конечно же, бурятская нация немножко в выигрышном положении, потому что у нас не стоит задача, допустим, поскольку Российская империя очень сильно оттопталась, так скажем, на Кавказе с геноцидом черкесов, первым, кстати говоря, геноцидом в истории Российской империи. И в данный момент очень трудно, как уважаемый Рустам сказал, что восстановить в таких-то административных границах. У бурят такая задача, ну, нам немножко проще, да, потому что у нас нету крупных других наций соседних, да, там Якутия довольно-таки далеко на севере, мы по сути не граничим ни с какими другими национальностями, поэтому нам восстановить свою территорию, административные границы таких, ну, допустим, на момент 1937 года и так далее, хотя есть юридические сложности, но тем не менее это будет без таких, ну, угроз, допустим, эскалации там между двумя нациями или еще какими-то там группами, да. Нам в этом вопросе проще. У нас, конечно, свои другие трудности стоят, и мы сейчас выходим на Международный уголовный суд, тоже также добиваемся признания геноцида бурятского народа еще в 30-х годах 20 века и признать нынешние действия Российской Федерации как подлежащие статье геноцида. Вот на этой ноте я хотел бы закончить и поблагодарить организатору за приглашение, за возможность выступить перед вашей аудиторией. Спасибо. Спасибо вам большое, Доржу. Я очень рада с вами познакомиться в прямом эфире. Очень важное замечание вы сделали, очень интересное предложение. Хотелось бы с вами продолжить как раз эту тему объединения усилий. Вообще, я считаю, что наши встречи очень важны. Всех лидеров национальных движений, особенно в настоящее время. Наше объединение сейчас и принятие каких-то серьезных совместных шагов сейчас крайне необходимо. Поэтому спасибо вам за выступление. Мы вам очень благодарны. Так, мы еще сейчас ожидаем выступления, подключения пары человек. Я бы хотела добавить лично от себя, что сегодняшняя конференция становится очень большим шагом к единству. Мы сегодня услышали важные идеи, мы сегодня укрепили связи, мы наметили некоторые конкретные шаги вперед. От меня лично особая благодарность лидерам других национальных движений, которые смогли поучаствовать. Несмотря на разницу во времени, у нас сегодня разница во времени просто очень большая на самом деле. Спасибо вам большое. Ваше участие – это пример солидарности, который вдохновляет нас и укрепляет веру в успех. Наша встреча – это не конец, это начало большой работы. Я думаю, что вместе мы сможем добиться больших перемен ради справедливости и будущего наших народов. Так, я так вижу, что у нас пока не подключаются еще люди. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Ждем, пока наши следующие участники наладят свою связь. Вот. А теперь слышно? Да, мы вас слышим, Ахмат. Ахмат Да. Ахмедов, да, очень рада вас приветствовать, мы вас ждали.
Вы извините, что я задержался. Был на мероприятии, вот только добрался до места, чтобы выйти на связь. Да, понятно. Вы президент Всемирного конгресса народов Дагестана. Мы понимаем, что у вас очень плотный график. Мы рады, что вы с нами. Мы рады вас поприветствовать. Время ваше, эфир ваш. Мы вас слушаем. Я хотел сказать, что есть такая проблема с моей стороны. Я не подготовился к нашей встрече. К большому сожалению, не удалось. Последняя неделя была очень загружена. Вот. И я бы хотел, чтобы вы меня как-то завели в свою беседу, если можно, сегодня, о чем мы будем говорить, и что вас интересует касательно моего народа, дагестанского народа. Если можно, несколько вводящих таких вопросов, я буду безмерно вам признателен. Вообще у нас всех объединяет одна проблема. Проблема то, что мы являемся, у нас нет свободы, мы являемся колониями России. Выступали лидеры различных национальных движений сегодня, и каждый рассказывал о своей ситуации, чем он занимается, какое видит будущее. Мы получили различные предложения о содействии. Вот, в принципе, такого плана мы бы хотели услышать и у вас. Я проживаю, я понял, спасибо большое. Я проживаю в Украине 7 лет. Так же, как многие, большинство наших земляков вынужденно оказался на чужбине. И хочу сказать, что все свое время и возможности я посвящаю тому, чтобы создать хоть какие-либо причины для того, чтобы мой Дагестан стал свободным и независимым. От имени Всемирного конгресса народов Дагестана принимаю участие на различных конференциях, в том числе и Европарламенте, в Брюсселе выступал, и в Украине проходит очень много конференций, на которых я принимаю участие. Буквально недавно, месяц назад, мною была инициирована большая пресс-конференция в Киеве на тему признания Украины и парламентом Украины Дагестана оккупированной территории. Очень много спикеров приняло участие, в том числе от наших братских народов, черкесов и других татаров, и других оккупированных народов России. Я прилагаю, в принципе, все возможности, все усилия для того, чтобы признание состоялось, все-таки парламент Украины признал Дагестан оккупированной территорией, для того, чтобы хоть какие-то причины создать на местах, я имею в виду в Дагестане, для того, чтобы наш народ начал немножко осознавать ту ситуацию, в которой мы находимся. Хотя мы называем себя дагестанцы гордыми, свободолюбивыми людьми, но на самом деле большинство дагестанцев, проживающих на территории Дагестана, сегодня боятся самим себе признаться, что мы являемся колонизированной республикой, колонизированным народом. И это, конечно же, мешает нам проводить работу на местах для того, чтобы народ все-таки более активно начал это освободительное движение. Да, у нас никогда не прекращалось на территории Дагестана очаги сопротивления, никогда не прекращались. Вы знаете, что Дагестан занимает первое место в России по количеству контртеррористических операций, которые российские федеральные силы проводят на территории Кавказа. И вы, наверное, хорошо знаете, что ежегодно из числа дагестанцев погибает огромное число молодежи, или их сажают, или они погибают в боестолкновениях с федеральными силами. Но это одна сторона, и, к сожалению, это не самое большое количество населения, процентом от соотношения, я имею в виду, которые принимают участие. И есть огромное количество населения, которое лояльно к России, к российской власти. Она всячески своей политикой за последние, особенно 30 лет, сделала все для того, чтобы Дагестан стал как бы частью российского общества. К большому сожалению, очень много дагестанцев сегодня служат в вооруженных силах России. Да, этому есть какие-то исторические причины, что для дагестанцев служба в армии, она считалась таким достойным и так далее. Но когда мы говорим о том, чтобы служить и отдавать жизнь Москве, которая оккупировала и уничтожает нас несколько столетий, это, конечно же, замена этих ценностей в сознании людей, которые Москва очень
умело делает с колонизированным народом, привела, конечно, нас к тому, что многие дагестанцы считают, что служить России можно, и ничего в этом не видят плохого. Я стараюсь всячески приводить примеры, такие как, да, вот на примере палестинского народа. Я говорю, ребята, вы представляете, чтобы палестинцы служили израильской армии, и это оправдывали тем, что мы одна страна и все остальное. Я говорю, равносильно такая же ситуация сегодня в Дагестане и на Кавказе. Но, к сожалению, есть те, кто этого не понимают, в силу своего сознания, в силу своей неграмотности, в силу, как принято выражаться на арабском языке, джахилии. Наши народы сегодня, мы знаем, что лишены всякой возможности на территории Дагестана получат хорошее образование, мыслить правильно, думать о свободе и независимости. Но при этом есть также большое количество людей, которые сегодня живут за пределами Дагестана, которые мечтают о свободе Дагестана. Здесь в Украине сформировано несколько военных подразделений, которые служат дагестанцы. Именно из числа дагестанцев, ну, конечно, там есть и представители других северокавказских народов, такие черкесов, кабардинцев, чеченцев, которые с нами вместе служат, или мы с ними вместе служим. Но в любом случае мы делаем все для того, чтобы сегодня нанести максимальный урон своему врагу. Украина сегодня, я считаю, единственная страна, которая воюет с Россией, и, естественно, Украина является нашим союзником на данном этапе в том, чтобы разбить эту страну, в том, чтобы освободить наши народы, в том, чтобы добиться свободы и независимости для наших народов. И касаясь черкесского народа, касаясь других народов, да, я вижу, какую огромную работу вы проводите. Вы эту работу проводите намного лучше, чем, наверное, проводит Всемирный конгресс народов Дагестана. Я вами восхищаюсь, мое вам уважение, и вы действительно большие молодцы. Вот. На данном этапе вот такая ситуация, но я думаю, что мы не остановимся на данном, как в военном направлении мы здесь принимаем участие, воюем на стороне Украины против России. Также проводим, вот, как я уже отметил, политические такие вот пресс-конференции, пытаемся привлечь внимание к тому, что мы оккупированные народы и в каком ужасающем положении мы сегодня находимся. Встречаясь с различными депутатами Европарламента или же конгрессменами США, к большому сожалению, я для себя осознаю, что основная наша проблема в том, что мы не озвучены, в том, что мы мало говорим, мало принимаем участие на различных конференциях демократических сил и так далее. Вот. И это, конечно, говорит о том, что те же конгрессмены или те же депутаты Европарламента даже не понимают, что Дагестан оккупирован или, допустим, что мы находимся в составе России. Поэтому я считаю, что один из самых больших, самых для нас серьезных задач – это быть озвученными на различных площадках, так, чтобы донести до всего демократического мира те проблемы, ужасы, которые происходят с нашими народами. Вот, как бы, на мой взгляд, вот основные тезисы, которые я вижу, направление. И сегодня, конечно же, Мария, я вам безмерно благодарен за то, что вы меня пригласили. Я буду делать все для того, чтобы перенять ваш опыт, я вижу здесь уважаемых людей, аксакалов, которые делают намного больше, чем делаю я в данном направлении. Естественно, быть с вами рядом, плечом о плечо. Ведь у нас один общий враг, и не может быть, чтобы беда, проблема чеченцев, ингушей, черкесов решались без участия Дагестана или же наоборот. И я думаю, что наше объединение, наши вот такие совместные усилия, которые мы будем прилагать, всегда принесут пользу для наших народов. И я считаю, что нам нужно еще чаще проводить такие конференции, еще чаще обсуждать эти проблемы, направлять друг друга, советовать друг другу, поддерживать друг друга, чтобы на наших страницах, которые мы ведем, на наших медиаплатформах, были озвучены проблемы не только дагестанского народа, но и тех народов, которые, наших братских народов, которые оккупированы, с которыми нам нужно вместе, плечом о плечо идти к нашей общей цели, к победе. Но вернусь еще раз к тому, что наша свобода, она не может добиться там где-то за пределами наших территорий. Я считаю, что наша свобода и независимость – это в первую очередь борьба внутри
наших республик, внутри нашей родины, там, где живут основная часть нашего населения. И для этого нам нужно создавать все усилия. Для этого нам нужно вооружать людей. Для этого нам нужно обучать людей. Сегодня, еще раз повторюсь, в Украине воюя, мы сегодня перенимаем самый современный опыт боевых действий. Сегодня мы знаем, что самая современная, самая последняя война в мире и самая ожесточенная война в мире проходит в Украине. И, естественно, наша задача, как можно больше наших молодых людей, пусть это будут чеченцы, дагестанцы, черкесы, ингуши, они должны обучаться военному делу. Мы должны делать так, чтобы наши народы, у нас в республике, у нас на родине, мы могли хотя бы там, каждый из нас мог хотя бы 10-20 каких-то групп создать, которые будут вести правильную боевые действия для того, чтобы добиться результата. Ведь имам Шамил как-то сказал, что свободу земля, оккупированная врагом, не освободит мирным путем. И за нее нужно бороться. И бороться, естественно, в первую очередь отстаивая его военным путем. И для этого нужно, конечно, нам развивать данное направление. Я считаю, что наша общность, наше объединение нам принесет огромную пользу. И еще раз повторюсь, огромное спасибо всем тем спикерам, которые выступают, спикерам, которые сегодня организовали эту конференцию. И я думаю, что мы будем полезны друг другу. Мы вам очень благодарны, Ахмад, за ваше выступление. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за ваше предложение, за вашу поддержку. Я желаю вам успехов, желаю свободы народам Дагестана и всем оккупированным народам. Я бы хотела дальше дать слово Резвану Кубакаеву, это лидер национального ногайского движения. Резван, вы готовы? Включите, пожалуйста, микрофон. Добрый день, меня слышно? Здравствуйте, да, слышно. Здравствуйте, Марина. Большое спасибо всем. Можете всем говорить, эфир Аксакалам. ваш. Спасибо. Всем добрый день. В первую очередь, Марина, вам и всему черкесскому народу, и Аксакалам, которые присутствуют здесь, в Черкесской. Я хотел бы сказать вкратце, 5-минутный, может быть, пройтись, как бы сказать, то, что черкесский народ, также ногайский народ, вместе совместно проживая на исторических территориях Черкесии, вместе пережили геноцид черкесского народа, также уходили в османский халифат, в то время уходили совместно с черкесскими народами, переживали эту историю исторических и в других это будет совместно и проживающих на исторических территориях совместно бок о бок с черкесским народом. Сегодня, если черкесский народ, хочу пожелать черкесскому народу, чтобы черкесский народ обрел свою независимость, свободу, и мы всегда рады совместно с черкесским народом бороться совместными усилиями и быть рядом с черкесским народом, как мы, наши прадеды были, и сегодня же мы всегда будем рады помогать черкесскому народу в этой борьбе и создании независимого черкесского государства. Хочу поблагодарить весь черкесский народ за это приглашение, за то, что создали такую конференцию, дали слово. И также Аксакалам, черкесам, всем диаспорам большое спасибо. Дешкүрлөтен черкес кардаштарымыз, büyük selam айтам сізге. Всем большой салам говорю. И Черкесия икон болсын, бер болсын сіздің черкес кардаштарымыз, біз beraber çalışamыз. Teşekkür ederim. Большое спасибо за оказанную возможность выступить. Валейкум ассалам, Резван. Спасибо вам большое за выступление. Мы вам благодарны. Дальше я бы хотела передать слово Вадиму Петрову, если вы готовы. Вадим Петров, представитель Балтийской республиканской партии. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я готов. Эфир ваш, спасибо. Да, спасибо, что пригласили меня. Очень признателен. Давайте, конечно, поговорим. Я представлюсь, кто многие меня знают, кто-то, может, не знает. Я координатор Балтийской республиканской партии.
Уроженец Калининградской области, ну лучше, конечно, янтарного края. Это анклав, находящийся в Европе между странами Балтии и Польши, не имеющий общих границ с Россией. Наша партия когда-то была официально зарегистрирована, это была партия регионалистов, мы антикоммунисты. Мы добивались, тогда еще наш лидер Сергей Пасько видел в России, так скажем, федерацию на первых этапах, чтобы мы имели, вернее, наш край, да, имел республиканский статус. Но с годами, конечно же, мы поняли, что этого невозможно. В нашем крае проживает очень много народов. 150 народов разных наций, включая кавказские народы. Есть кавказские народы, которые родились в нашем крае. Мы их считаем, конечно же, всех своими жителями. Вот, у нас есть некое противостояние между москвичами, лучше даже так сказать, которые к нам приезжают и скупают на побережье дорогое жилье, на побережье Балтийского моря. И все эти условия предоставила им Москва. Вот. Те москвичи в основном из системы кремлевской, то есть они кормятся с руки Кремля, помогают Кремлю, и это далеко не бедные люди. Так как их теперь больше не пускают в Европу, они нам нашли лакомый кусочек в нашем 15-тысячных квадратных километров территории. Вот. И приезжают, качают права, нам это очень сильно не нравится. В унижительной форме общаются со всеми народами, которые там проживают, даже которые родились у нас, да, народы разные. Не стоит думать, что в нашем крае живут русские. Вот. Я сам не принадлежу к русской нации, я отношусь к арзианской нации. Хоть и родился там, мои родители родились, но у нас есть финно-угорские народы, и у них даже есть свои поселки. У нас есть чуваши, у них также есть свои поселки, у нас есть территории, где проживает очень много литовцев, белорусские поселения со смолянами смешаны, ну и многих всяких народов по чуть-чуть. Мой месседж таков в данной ситуации. На самом деле нас и вас цивилизованное сообщество не особо слышит. Они считают, что, на мой взгляд, Россия, да, государство агрессивное, но все-таки переформатирование этой несостоявшейся федерации пока о ней рано говорить. Конечно же, мы можем убеждать их в этом и должны, что это государство необходимо разделить, так скажем, на определенные территории, принадлежащим народам, или как мы, да, мы за 4-ю Балтийскую республику выступаем, со слияния со странами Балтии. По этому случаю я хочу сказать, что мы движемся в правильном направлении все. Я поддерживаю все народы, которые хотят независимости, я вас понимаю, потому что на самом деле в моем крае Москва также проводит, неважно какой нации, да, именно местного населения, социальный геноцид. Мы это так теперь называем внутри нашего края. На наш край сейчас санкции действуют 100%. На таких территорий, ну так скажем, надеюсь, будущий пост России сейчас нет, как наш край. Он более изолирован из-за санкций. Все поставляется паромами. Недовольство населения есть. Например, мне вчера мои активисты моей партии сообщили, что они ездили навестить армяне. У них там очень большое комьюнити, тоже одно из поселений. И они очень недовольны всей этой системой, да, вертикалью власти, ну и в том числе с примесями Карабаха, как бы это ни звучало. Вот. Я предлагаю такой момент. Вот на самом деле в европейские цивилизованные страны, ну, нас слышат поодиночке. Я бы мог бы сказать следующее и предложить более углубленно такую ситуацию. Ну, вернее, провести такое мероприятие, да, давайте весной, например, мы соберемся все в центре Европы, у кого есть такая возможность, приехать в Берлин и проведем марш деколонизации.
Я думаю, он найдет отзывы у журналистов, он найдет отзывы у мирового сообщества. Мы должны показать себя, что мы хотим развала этой несостоявшейся федерации. Мы пойдем дальше к консульству оккупантов и будем там включать музыку. Я уже это практиковал в Германии, музыку народов всевозможных, чтобы они послушали. Будем выступать с громкими речами, привлекать общественность. Я думаю, этот марш может показать, что не только есть условно там эта московская оппозиция, которая сейчас якобы на коне, и к ней все прислушиваются, но наш марш будет намного интереснее и респектабельнее. Ну, у меня все. Я желаю всем добра. Россия – тюрьма народов. Мы ее развалим. Большое спасибо. Я желаю свободы всем народам. Хотела вам задать вопрос, Вадим. Вы отключились уже, да? Нет, пожалуйста, я вас слушаю. Когда вы проводили данное мероприятие, где и сколько человек у вас было, представителей каких народов? Могли бы вы ответить? Нас было мало представителей народов, но меня поддерживали немцы, поддержали белорусы. Но плюс люди, стоящие в очереди в консульство, это было в Бонне, вот, аплодировали. Люди были разных народов. Мы включали музыку кавказских народов, мы включали финно-угорских народов и знаменитую песню «Нет молотов» финских, так скажем, повстанцев, которые придумали. Эта песня раздражает по сей день российский МИД. То есть у них там была истерика, а белые воротнички выходили и смотрели на нас, и им было очень неприятно, когда люди стоят с двух ворот в очереди, там, с продлением документов или еще по каким-то причинам. Это была неделя порабощенных народов, вот я так скажу. Я поняла, это хорошая идея, я вас услышала. Мы возьмем это на заметку. Спасибо, Вадим. Да, нам нужен такой марш. Я лично так это вижу. Хорошо, мы обговорим еще. Спасибо, всего хорошего вам, свободы всем нашим народам. Я бы хотела дальше передать слово Джабраилу Мирзоеву. Это руководитель Дагестанского национального центра. Джабраил, добро пожаловать. Я очень рада вас увидеть. Слово ваше. Да, салам алейкум, приветствую всех. Ва алейкум ассалам. Рад, что все собрались. Эти встречи надо регулярно делать и объединиться. Правильно сказал предыдущий, это только в объединении наша сила. Мы должны вместе только сможем освободиться. Что я могу вам сказать? Не то, что в Европе, везде надо собираться, и в Украине, и в Стамбуле, и в Европе. Чем больше нас будет вместе, тем быстрее мы освободим свои республики, свои страны. И не только, говорит, именно в онлайн встречах. Чисто надо собраться в любой точке мира и работать в этом направлении. Честно вам скажу, я сторонник не полной деколонизации, я частичная минимум должна быть, это Кавказ должен отделиться от России. Лично моя задача, я думаю, задача всех вас освобождения Кавказа единой силой на Конфедерацию Кавказских Республик. Это мое видение. А дальше уже помогать всем другим народам Евразии освободить свои республики, свои края. Если мы сейчас начнем освобождать, когда разваливать всю Россию, у нас это не выйдет. Наша задача должна быть именно освободить и оккупировать именно Кавказ, Северный Кавказ. Сейчас уже можно сказать, и сейчас Грузии. Это мое мнение. Дагестанский национальный центр двигается в этом направлении, что именно готов объединиться со всеми республиками Кавказа
идти к свободе своих республик. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Чапраил. Так. Все вроде бы, все выступили. Я не... Да. Выступили у нас все сегодня. Ну что ж, наверное, пора сказать заключительное слово на сегодня. Русская версия у нас заканчивается, дальше у нас будет английская версия. Если есть у кого-то вопросы, я буду рада на них ответить. Так, у меня есть вопрос. Да, Мариус, сейчас вижу, включили, да, микрофон. У меня два вопроса, один теоретический, другой практический. Так вот, практический вопрос. Как вы думаете, не следовало бы нам материал этой конференции издать как небольшую книжку со всеми высказываниями и распространить, например, в Европарламенте, там у нас есть связи, может быть, в национальном парламенте одной или другой страны, где мы имеем какие-то подходы, мы бы могли это сделать в Литве. А второй теоретический вопрос, ну, это более для размышления в перспективе. Чем мы, как литовский народ, можем помочь черкесам и другим порабощенным Россией народам? Так. Я вижу, что хочет ответить Ибрагим Яганов. Я думаю, что... Да, Ибрагим, ответьте вы, пожалуйста. Вы нам можете оказать неоценимую помощь. Для черкесского национального движения очень важным инструментом является признание геноцида черкесского народа. В этом плане я думаю, что именно вот при балтийские республики, которым мы вместе были в Советском Союзе, и мы близки друг к другу, если бы вы нашему движению помогли бы со связями в парламенте, этих даже, ну, в вашей республике, мы бы начали бы подготовку именно для обращения в парламент Литовской Республики по обсуждению вопроса признания геноцида черкесского народа. В этом плане потом в совершенствовании, в новых коммуникациях вы могли бы нам оказать помощь. Спасибо, будем тогда инициировать это. Я бы хотела добавить от себя. Спасибо большое. Мы с вами свяжемся и обсудим это подробнее. Хорошо? Спасибо большое, Ибрагим. Как говорится, хотела сказать то же самое по поводу того, что сейчас нам нужна ваша помощь в признании геноцида. Это самое главное, самый первый вопрос, который нам сейчас нужно, где нам нужно ваше участие. По поводу книги, идея замечательная. Я думаю, что все участники, которые принимали участие в данной конференции, не против выпуска данной книги. Запись была. По поводу книги мы тоже с вами свяжемся, Мариус. Хорошо, и я еще бы хотел, чтобы мы обратили внимание о том, что сказал коллега из Балтийской республиканской партии. Именно очень ценна его мысль про марш деколонизации. Мы с Литвы нашли бы людей, которые бы присоединились к этой инициативе. Да, Вадим сказал, хорошая идея. Спасибо вам большое, Мариус. Еще был вопрос, у кого был вопрос? Доржа был вопрос, да? Я слушаю, да? Если у вас все, спасибо. Про меня, Да. пожалуйста, не забудьте, это от Вадима тоже был вопрос, я руку поднял. Хорошо, спасибо, Вадим. Сейчас после Доржа я вам У меня обращусь. практический вопрос. Я иногда бываю в Стамбуле и хотел бы встретиться с исполнительными органами черкесского национального движения
я так понимаю, руководящие органы находятся в Стамбуле. И Мариусу я на днях буду в Литве буквально одним днем. Вы в Вильнюсе находитесь, если с вами можно было бы встретиться. Потому что я, скорее всего, до Поневежеса в данный момент приеду. Если вы в Вильнюсе, то ближе, наверное, к Рождеству. В какой день вы будете в Вильнюсе? Так, Вильнюс, скорее всего, в районе Нового года, Рождества, да. А сейчас я 26-27 буду в Поневежесе. Ну, там, одним днем буквально на несколько часов заеду. Ну, и я, в общем, так передвигаюсь очень быстро. Я, может быть, если вы мне напишите свой контакт, я бы дал ваш контакт своим коллегам, так как я сам... Можно я вас свяжу? Можно я вас свяжу после конференции? Буду не в Вильнюсе, Да. но я свяжусь со своими коллегами. Да. Да, я поспособствую. Если что, вы можете обратиться, я вас свяжу потом. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Так, Вадим, слово ваше, ваш вопрос. Мы готовы вас выслушать. И еще один момент. Сейчас, можно я вас прерву? Один момент. Я бы хотела перевести сейчас вопрос Дорджо, нашим черкесским лидерам в Турции сразу же. Сельчук, Кинанс хуже атка Дорджо, Турция на конузе хазрри, абдежим дети финахш хакам сахвазану сухвеш вериж аши, шинаком деха барф азгашануши зхвагазака. Maria Kuleybla Kenan Başkanım, Vadim Bey Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor. Ziyareti sırasında sizinle ve Çerkez toplumunun ileri gelenleriyle görüşmek istiyor, bilginize. Tamam. Добро пожаловать. Я Жейзан. Вадим, простите, я хотела сразу же передать вопрос человека, надо было перевести. Мы, черкесы, разбросаны. Я не знаю еще такого народа, который, как мы, черкесы, разбросаны по всему миру, говорит на таком количестве языков и проживает на своей родине в таком минимальном количестве. Простите за такое небольшое отступление, приходится переводить. Нет, я вас прекрасно понимаю. Советский Союз нарезал так территории, это до общей информации, что очень сложно с вашим народом. Я все прекрасно понимаю. Да, спасибо. Теперь ваше время ваше. Да, Лава Дейна, Мариус, вообще вопрос к вам. Как с вами можно сконтактировать? Интересны ли вам наши региональные процессы в нашем янтарном крае, как нашему соседу? Ведь ваша безопасность также важна, и вы можете нам помочь в некой форме также получить независимость в дальнейшем и признать ее, возможно. Как с вами сконтактировать? Можно сконтактироваться по имейлу. Я не знаю, здесь можно, есть чат, можно написать? В этой программе есть чат? А давайте мы поступим с вами следующим образом. Вы меня можете найти в Фейсбуке, латиницей Вадим Петров, и вы меня найдете там, мое Вадим лицо. Петров? Да, совершенно верно. Сейчас открою Facebook. Да, посмотрите. Я бы хотел поговорить более углубленно. Я думаю, у нас очень много общих интересов в отношении, так скажем, этой недоимперии. Да, я раньше контактировал с Рустамом Васильевым, который вроде также был одним из ваших Рустам лидеров. Васильев, к сожалению, отошел от движения, может и с радости, не знаю. Он ничего сейчас не решает, решаю все я. Я понимаю, я просто говорю, что этот вопрос для нас очень важен был еще с давних времен, так как мы соседи, и там наши исторические земли, наша письменность оттуда. Так что, разумеется, есть исторические, есть геополитические, есть культурные интересы. Я буду очень рад с вами связаться и с вами продолжить общение. Да, хорошо, чудесно, я только за. Спасибо.
Refat Bey aramışsınız şimdi. Так. Сейчас, наверное, у нас все. Вопросов больше не осталось ни у кого. Если будут в дальнейшем какие-то вопросы, Мариана Шару Мария. в интернете можно всегда найти. Сейчас, наверное, мы будем завершать наш эфир. Я бы хотела еще раз сказать вам, уважаемые друзья, коллеги, лидеры национальных движений. Сегодняшняя конференция напомнила всем нам, что свобода – это не просто право, это наша Мария. жизненная необходимость. Ай, Wow, saatler bu uxaju, sekeç Türkü Bzezgor Pısşen Xoysmdu. хорошо, хотят на турецком языке продолжить. Особую благодарность я выражаю всем лидерам других национальных движений, которые сегодня разделили с нами нашу боль, поделились со своей мудростью, своим опытом. Ваше участие – это мощный акт солидарности, который вдохновляет нас продолжать борьбу за наше будущее, где никто не лишен права и независимости, за нашу культуру, за наше достоинство. Черкесский народ, как и другие угнетенные народы, знает цену потери, знает цену свободы. Мы сегодня не просто вспоминаем трагедии прошлого, мы вместе заявляем, что наш путь вперед лежит через единство. Это самое важное. Через единство, решимость и совместные усилия. Вместе мы способны построить мир, где ни один народ не будет жить под гнетом оккупации. Пусть сегодняшняя встреча станет не просто шагом к свободе черкесов, но и символом общего стремления всех народов, борющихся за свое будущее. С верой в свободу и справедливость, Мариана Шару, глава Черкесского центра и фонда, город Нью-Йорк. У меня на этом все. Дальше у нас передаю слово нашим Сельчук. Эфир ваш. Всего доброго, до свидания всем. Selçuk Bey, Vadim Спасибо. Bey geleceği zaman önceden beni ararlarsa, gerekli iletişimi sağlarsak biz burada kendisiyle görüşmeyi arzu ettiği yerlerle de görüştürürüz. De netinim şaha adreysap ham yazlık o har şeti rıh Vadim yırık George yırık Türküm nekonu diye adiyekasem kızı kıdepselenuma iyi telefon numarar kıdırık di telefon numarar yettinüsi yırey adiyekase hem yethamada di konsey yethamada yırey Türk karalava yethamada detkene kudamem zepişenega yavhon koyma da zepişenega duhonus. Мы обращаемся к Кинан Каплан, лидер нашего черкесского движения в Турции, передает вам, что мы готовы к сотрудничеству, мы ждем ваши контактные номера телефонов. Когда вы будете готовы приехать в Турцию, они готовы вас встретить, готовы с вами встретиться и сотрудничать. Жасильчук. Спасибо. Sabiri Utuküç. Ben Türkçe konuşmama ufak bir ekleme yapacağım. Eksik kaldı. Burada ben Rus devlet geleneği ve Türk devlet geleneğinin Çerkezlere ve Çerkezliğe yaklaşımını kısaca anlatmıştım. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki pasif duruşunu Avrupa Birliği de Almanya üzerinden istismar ediyor. Daha önce bu konuda bir kriz yaşandı. Almanya Türkiye'ye bir belgesel üzerinden bir cevap verdi. Dolayısıyla TRT Çerkez'in açılması Avrupa Birliği adına Almanya'nın da Türk Devleti ile Çerkezler arasına girmesine, rol kapmasına engel olacaktır. Yine tüm dünyadaki Çerkez diasporasının Amerika ile birlikte de Amerika Çerkez diasporası ile birlikte Türkiye'yi bir merkez olarak kabul etmesini de sağlayacaktır. Kısa ölçekli bir hedef olarak TRT Çerkez'in açılmaması artık anlaşılabilir bir durum değildir. Bunun da resmi kayıtlara geçmesini istiyorum. Çünkü biz Avrupa Birliği'nin Türkiye Çerkezleri üzerine Almanya üzerinden yaptığı hamlelerin farkındayız. Ancak buna yol veren hükümetin ve devletin pasif politikalarıdır. Teşekkür ediyorum.
Мария, спасибо. Все, зрел, аккуратно же пара птосичу. انت هره سبی مست قبردیسی اره خوشکی Наш псори. Я очень рада была со всеми встретиться, очень рада была с некоторыми познакомиться, с кем-то продолжить наше сотрудничество. Я думаю, в дальнейшем нас ждут великие дела. Всем всего хорошего. Наша встреча сегодня, вторая международная черкесская конференция на русском языке сегодня завершена. Дальше у нас будет английская сессия. Всего хорошего всем.